Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы начинаем прохождение новой старой игры. Новое прохождение старой игры, неважно, Coffee Talk. Насколько я знаю, я вообще увидела ее вторую часть, хотела поиграть, но потом узнала, что есть первая, ну логично, в принципе. И такая типа, да, это нам надо. Это нам надо, потому что мне нравится пиксельная графика и, в принципе, такие человые игры иногда очень даже кстати. Да. Окей. 2020 год, Сиэтл. Мечтающий, безумствующий город. Окей. Здесь о Великой войне между расами вспоминают разве что на уроках истории. Здесь всем без исключения позволяется грезить совершенно любой жизнью. Но грезы эти обращаются в пыль с такой же быстротой, с какой возникают в чьей-либо голове. И тем не менее, здесь и сейчас может произойти все что угодно. Да? Давай произойдем. Ну окей. Эльфы покинули леса и начали развивать собственные стартапы. Вау. Гномы выбрались из своих пещер и начали выстраивать автомобильные империи. Орки опустили топоры и начали осваивать компьютеры в погоне за лучшей жизнью. А люди совершенно не изменились и остались все так же полны энтузиазма. Здешние улицы — кладезь грез и различных историй. Окей. Боже, я так люблю пиксельные игры. Многие из этих историй никогда не найдут своего слушателя. Но какая-то их часть все же ютится в объятиях кирпичей, дерева и стекла. Там за чашкой какого-нибудь напитка только-только рассказанная история обязательно засядет в память очередному незнакомцу. В одном из городских углов располагается кофейня. Место, открытие которого всегда сопровождается живописным закатом. Место, где люди делятся друг с другом своими историями. И вот некоторые из них. Давай послушаем истории. Ну, логично, да, что игра называется Coffee Talk, как бы будем слушать истории. Чё? Я думаю. Вторник, 22 сентября 2020 года. Hello. Добро это ты? Freya. Привет, Валери, как ночь? Все тихо, спокойно. За одним исключением. Что такое? Мой поставщик слегка напутал и оставил меня без половины ингредиентов. О, вот черт. Не переживай, без своей дозы кофеина ты сегодня не уйдешь. Чудесно. Только дай мне сперва все подготовить. До тебя сегодня никто не заходил. Конечно, не торопись. Я писательница, а не редакторка, так что привыкла не спешить. Снова творческий кризис? В точку. Над чем сейчас трудишься? Ты помнишь мой план? Что такое? Ой, прости, что перебиваю, кофемашина готова. Тебе, как всегда, тройной эспрессо? Да. О, смотри, на заднем фоне проходят люди с разных рас. Если рецепт вылетел из головы, проверь себя в телефоне. Мне как никогда нужен тройной эспрессо. Тройной эспрессо. Телефон. Ух ты, что это у нас? Окей. Верни. Ой, а можно назад? Черная молва. Ваш ознакомительный период начнется завтра. Благодарим вас за подписку на ознакомительный период книги историй. Каждый день вам будут приходить свежие рассказы. Первые из них вы сможете увидеть завтра. Мы надеемся, что вам будет приятно и интересно. Гала Джордж. Freya, писательница. День рождения 29 января. Работаю в вечерней молве, а обсуждаю бытовые вещи, искусство и жизнь в целом. Только друзья, только близкие друзья. Джордж. День рождения 1 июня. Только друзья, только близкие. Гала. День рождения 13 сентября, только друзья, только близкие. Книга рецептов. Ого. Значит, нам нужен тройной эспрессо. Чернее безлунной ночи, горячее и горче самого ада эспрессо. А типа тройной это куда? Еще раз. Эспрессо тройной. Кофе.
Тройной экспресс. Ну, в принципе, ладно, ок. Теплый, горький. Готово, что ли? Так. Сейчас мы дадим вот твой кофе, эспрессо. А он тройной? Не написано, тройной ли он, но я думаю, что да. Я просто не пью кофе, поэтому... Ну, не то, что не пью, я редко пью подобное кофе. Поэтому, сори, что я не разбираюсь, если что. Чашка тройного эспрессо для моей единственной гости. Какой аромат. Нормально? Зашло? О, то, что нужно. Ладно, на чем мы остановились? На твоем плане. Да, точно. Не то, чтобы мне не нравилось писать газетные рассказы, но, похоже, настало время для чего-то большего. То есть, для романа? Да. Когда я придумывала план, все звучало куда проще. По крайней мере, твоя работа никуда не денется, если вдруг все пойдет не по плану. Угорает. Что-то не так? Нет, все верно. Мне и самой следовало об этом подумать. О чем ты? Ты знаешь, кто владелец вечерней молвы? Громедия, верно? Да. А еще они самое крупное книжное издательство в стране. Так что, когда подвернулся удобный случай, я им воспользовалась. Что ты имеешь в виду под удобным случаем? Ну, в лифте наткнулась на одного из важных руководителей. Ну и, само собой, высказала ему свою идею с книгой. Хорошо. Да брось, не смотри на меня так. Ты сейчас серьезно? Да, знаю, это был глупый поступок. Ну, и что было дальше? Оказалось, он читал мои рассказы. Так что он предложил мне условия. Если я успею за месяц набросать черновик, он подергает за нужные ниточки. И сделает так, что отдел художественных публикаций подпишет со мной издательский контракт. Здорово. Что насчет работы в вечерней молве? У тебя хватит времени на 2 дела сразу? В этом вся проблема. Я втайне трачу свое рабочее время на работу над романом. И теперь отстаю по дедлайнам. Если главред узнает, она, вероятно, вышвырнет меня. Ну, по крайней мере, у тебя есть месяц, чтобы написать черновик. Он начался на прошлой неделе. Хватит на меня так смотреть. И насколько ты продвинулась? Полагаю, не насколько. Как грубо. Кое-что я, между прочим, написала. Могу я взглянуть? Ну, получилось так плохо, что я прочла и сразу удалила все, что написала. Значит, 0. Мне просто необходимо написать все за максимум 2 недели. Тогда у меня останется неделя на правки и редактуру. Похоже на план. Если, конечно, тебе удастся все провернуть. Знаю, прояви хоть чуточку доверия. Я для того сюда и пришла, за вдохновением. Между прочим, парочку моих лучших рассказов я написала именно здесь. Опа, а что тут появляется? Ну тут обновляется, да? Что такое? А что обновляется? А где обновление? Фиг знает. Так, правда? Приятно знать, что мои стены кому-то помогли. Кажется, кто-то идет. Да, кто? Привет. How are you? Приветик. Добро пожаловать. Приветствую. Здравствуйте. Добрый вечер. Вам здесь? Да. Хотя я не совсем уверена, что бы заказать. Что посоветуете? Это сильно зависит от вашего настроения. Я здесь просто, чтобы встретиться со своим парнем. Не планирую бодрствовать всю ночь. Значит, точно не кофе. Как насчет шоколадненького? Идеально подходит под погоду. Кстати, неплохая мысль. Благодарю. Не за что. Что-нибудь шоколадное. Что-нибудь шоколадное. Принято, понятно. Шоколадное что-нибудь. Вот шоколад. Горький шоколад. Греющая, умиротворяющая тьма. Это что? Это зеленый чай, это шоколад, это молоко, это кофе. Окей, шоколад. Ну давай. Горький шоколад. Ваш шоколадный напиток. Спасибо. Такой теплый. Так, значит, вы ждете своего парня? Да, он вот-вот должен прийти. Ничего себе. Только что здесь было пусто, вот уже 3 посетителя.
Я думала, здесь будет более многолюдно, учитывая, что в округе больше ни одной кофейни, работающей после полуночи. Именно по этой причине она в основном и пустует. А ведь вправду. Разве работа только по вечерам и ночам выгодна для бизнеса? Определенно нет. Все верно. Тогда зачем так работать? Я просто люблю свое дело. Да, и в такое время суток всегда найдется желающий согреться. Очаровательно. Прошу прощения за вопрос. Как вам удается управлять такой кофейней и при этом сводить концы с концами? Рыбать вы очень милая, спасибо. Это секрет. Иметь чертовски много денег, вот в чем секрет. Что, правда? Она преувеличивает. Не переживайте, Вэллори справится. Уверена, что до банкротства этой кофейни пока далеко. Так что это необычное мирное местечко для ночных посиделок никуда от вас не денется. Да хорошо. Кстати, вы часто сюда заглядываете? Не то, чтобы мне было куда еще заглядывать. Я писательница, мне лучше всего работается ночью в какой-нибудь кофейне. Выбор довольно ограничен. Тогда понятно. Кстати, она довольно неплохо пишет. Можете почитать ее статьи в вечерней молве. Замолчи. Ого, как интересно. О чем вы обычно пишете? О людях из разных уголков города. Личные, любопытные, необычные истории жизни. А еще пишу в колонку рассказов. Я их обожаю. Это все ваше творение? Большая часть их, но не все. Рада, что вам нравится. Это так клево. Значит, вы здесь, чтобы написать что-нибудь новенькое? Надо бы. Но я даже не знаю, о чем писать. О, шо, пришел? Парень я. Привет. Hello, добро пожаловать, как говорится. Привет. Прости, что заставил ждать. Ничего, у меня были приятные собеседницы. Привет. Приветствую. Здравствуйте, хотите что-нибудь заказать? Удивите меня. Что это за заказ такой? Ну, я просто не знаю, что бы заказать. У вас есть какие-нибудь предпочтения? Что-нибудь горькое, чтобы взбодриться, и добавьте молока. Нарисуйте латте-арт. Ага, что еще тебе слышишь нарисовать? Слушай, приветствую. Что-нибудь горькое. Что-нибудь горькое. Итальянское наслаждение. Немного кофе, немного молока. Вот рецепт заряда энергии. Латте он хочет, понятно. Вкусный напиток с ноткой сердечной горечи. Делаем ему латте. Кофе, молоко, молоко. Хотя оно не сказать, что горькое. Но освежающее. Ну, я считаю, что подойдет. А как мне тебе сделать рисунок? Латте-арт. Вау. Ух ты. Ух ты, ух ты. Не понял. Что? Как это работает? Это цветочек, понятно? Это цветочек. Сейчас все будет. Подожди, это что такое? Я делаю цветочек, неважно. Направление. Это цветочек, блин, ну смотри. Ну, типа... Ну, цветочек, да? Я не знаю, я просто начала тыкаться. А можно отменить? Сбросить? Блин, я цветочек хотела сделать. Типа, красивый цветочек, а это какой-то... Можно я не буду комментировать, что это такое? Как это отменить? Все, как отменить? Подожди, давай еще раз. Как это работает? Что рисовать? Сброс еще раз. Хоп. Хоп. Направление. Во! Вот это оно. Вот. Подать. Это тебе смайлик, пожалуйста. Вот твой смайлик. Ваш заказ. Вот, значит, каков ваш латте-арт. Я тебе чё? Кто? Я художница тебе? Нет. Миленько. Главное, чтобы вкусненько, ты знаешь? Идеально. В общем, меня отвлекла кое-какая работа, да еще это дождь. Все в порядке, Бейлис. Мы скоротали время за беседой. Да. Я ведь еще не представился. Я Бейлис. Зачем мне эта информация? Бейлис, дизайнер, фрилансер.
День рождения 10 августа, работаю дизайнером, являюсь самым главным фанатом группы Pumpkin Spice. Только друзья, только близкие друзья. Что вот эти вот штучки значат? Типа, моя с ними дружба или что-то типа того? Не знаю. Окей. Я чем лучше? Я тоже забыла представиться. Меня зовут Луя. Луя. Посмотрим. Луя, день рождения 2 октября. Что-то на каком-то языке. Я не знаю, на каком. Я не знаю. Какой это язык. Управляющий по развитию бизнеса в НСО. Я Фрея. Приятно с вами познакомиться. Я Валери. А ты знал, что Фрея пишет для вечерней молвы? Правда? Я пару раз выполнял для них кое-какую работу. Да? Какого рода? Я фрилансер, занимаюсь дизайном иллюстраций. Сделал им пару карикатур и инфографиков. Предположу, что вы работали со Стивом. Угу, он хороший коллега. Серьезно. Ладно, нет. Но у меня бывали клиенты похуже. Намного хуже. Я рада, что он из отдела дизайна и визуализации. Я бы не вынесла работать с ним напрямую. Да брось. С ним, конечно, сложно, но можно. Ну да. Неважно, с каким адом ты столкнулся, всегда найдется что-нибудь похуже. Угорают. Как ты обычно поступаешь с нежелательными посетителями? В такое время из нежелательных посетителей только заплутавшие пьяницы либо преступники. Да, крайне нежелательно. Однако с ними легко справиться. Это потому, что ты умело обращаешься с кулаками, но не так умело, как с кофемашиной. Спасибо. Сочту за комплимент. Не за что. Ладно, мне позарез нужно нужно начать работу над черновиком, чтобы в итоге не вышло. Так что я оставлю вас двоих в руках нашей дружелюбной баристы. Где планируете трудиться? Недалеко. Прямо за тем столиком в углу. Рядом с окнами. Там мое место. О, ладно, приятного времяпровождения. Надеюсь. Удачи. Спасибо. А вы что? Что хотите сказать? Может, нам тоже стоит пересесть? Не-а, и здесь хорошо. Ладно. Как прошел твой день? Неплохо, на работе ничего особенного. Сделала свой проект пораньше, чтобы выбраться из офиса. К тому же мой начальник был в очень хорошем настроении. Мне казалось, твой начальник всегда такой. Ну, он такой. Но сегодня он был радостнее обычного. Уж не знаю с чего, но было приятно наблюдать за тем, как он ходил и улыбался. А у тебя как дела? Трудности с нынешним заказчиком? Да, еще заноза в задницу. Видела когда-нибудь мемы про ужасных заказчиков? Так вот, она подходит по всем статьям. Я могу жаловаться на нее хоть целую вечность, но от этого мало толку. Сделай с ней мем. Предлагаешь променять проект на пару минут веселья? Может, оно и стоит того. Вэлори знает, как быть с надоедами. Правда. И как вы обычно с ними обходитесь? С теми, к кому не обязательно применять силу. У меня, конечно, есть пути решения подобных ситуаций, но было бы неразумно обсуждать посетителей с другими посетителями. А вот это уже неплохой урок на будущее. У нее телефон звонит, нет? Родители? Да. Значит, ты с ними поговорила? Поговорила. Не очень хорошо прошло? Нет. Что они сказали? Много всего. Что у вас происходит? Эти минуты молчания, это так, я не знаю, забавно. Они и шанса нам не дадут. Кто угодно, только не эльф. О боже, что это за кошмары? Что вы гоните? А она типа тифлинг или кто? Ладно, неважно. Их слова. А твои что? Примерно то же самое. Сцепился со своим стариком. Так что, начиная с сегодняшней ночи, я живу у Феррона. Они тебя выгнали? Ты ведь не обязан взваливать на себя такую ношу. Они твоя семья. Ни секунды рядом с ними больше не вынесу. Может, у меня и нет постоянного заработка, но я справлюсь. Все-таки. Ты просто не знаешь, что они про тебя говорили прошлой ночью. Капец. Вот это у вас накал тут, слушай. Прости. И что они про меня говорили? А точнее, про мою расу, да? Забудь. Я хочу знать. Да все ту же хрень. Бормочут, какие мы святые, какие мы бессмертные. Что если я тебя переживу? Что? Ничего. Если ты меня переживешь.
Ни один другой эльф не захочет быть с тем, кого осквернил ничтожный суккуб. На суккуб. А ок. Именно так они и сказали. Значит, вот он. Конец наших отношений. Не горячись. Ты сам знаешь, что наши семьи никогда не придут к согласию. Забить на них хрен. Мы можем просто оставить все как есть. Что ты имеешь в виду? Им не нужно ничего знать. Мы можем продолжать встречаться как раньше. Держать все в тайне. А что потом? Ты хочешь, чтобы мы скрывались до скончания веков? Мы отличаемся от людей, мы не можем просто взять и сбежать. И шантажировать родных возрастом ради разрешения тоже не выйдет. Луя, мне плевать на их разрешение. Если придется, с радостью разорву с ними всяческие узы. Даже не думай об этом. Это же конец твоему бессмертию. И если я смогу провести свою жизнь с тобой, я не против. О боже, как мило. А чё так грустно? Совсем не против. Только от этого ни тебе, ни мне не легче. Ты хочешь? Ты хочешь. Что ты хочешь? Тебе хорошо рядом со мной? Почему я прочитала это, как ты хочешь? Я не знаю. Конечно. А больше ничего и не требуется. Мы с тобой созданы друг для друга. Ух ты, какой романтичный чел. Тут и думать нечего. Доверься мне, мы совсем справимся. Что-то она не очень довольна. У меня сейчас мысли в голове не вяжутся. Говорим позже. Луя, подожди. Вот так. И ушла. Извините, что вам пришлось все это слушать. Все в порядке. Эта кофейня повидала множество историй. Очень надеюсь, что у вашей будет счастливый конец. Я тоже на это надеюсь. У вас продается алкоголь? К сожалению, нет. Облом. А что-нибудь теплое, чтобы успокоиться и согреться? Как вам зеленый чай с молоком? Зеленый чай с молоком? Давайте. Что? Я слышала, черный чай с молоком пьют, я знаю частенько, да. Я не пью черный чай с молоком, потому что я, в принципе, не могу терпеть молоко в чае. Отдельно, да. Но чтобы зеленый чай с молоком, это что-то новенькое для меня, правда. Зеленый чай с молоком. Полагаю, там зеленый чай, молоко. Ой, стой, удали. Сброс. Зеленый чай, молоко. Готово. Подать. Ваш зеленый чай с молоком. Вкусный, спасибо. Кстати, вы в браке? Я? Нет. Любите кого-нибудь? Я люблю свою кофейню. Однако этот ответ вас вряд ли устроит. Если честно, вполне. Я мог влюбиться в кого угодно, так почему она? Невозможно выбрать, в кого влюбиться. Можно, если очень постараться. По крайней мере, так сказал мне мой старик. Очень надменный эльф. Но, думаю, они все такие. Высокомерные, надменные, бессмертные кретины. Ты тоже эльф, кстати. Но, я обожаю эльфов. Я обожаю эльфов. Просто обожаю. У вас есть вся вечность, чтобы постигать и меняться. Или чтобы так и оставаться мудаками. Ладно, мне пора, наверное, буду упиваться до самого рассвета. До рассвета еще долго. Значит, буду пить долго. Увидимся. До свидания, Фрея. Спасибо, приходите еще. Ого. Она ошарашена немножко. Ты все слышала? Да. Бедняжки. Надеюсь, они совсем справятся. И я. Ладно, я пойду. Завтра надо встать пораньше. Ладно. Тогда на сегодня, пожалуй, все. Рановато. Знаю. Завтра ко мне дойдут ингредиенты, и я вернусь к работе в обычном режиме. Лады. Приятного отдыха. И тебе. Угу. Ничего так. Так ничего. Даже. Что? Джахе Тубрук. Индонезийский напиток с молотым кофе на дне и кусочками имбиря наверху. Вот так вот мы узнаем некоторые всякие разные виды кофе. Особенно я, которая, в принципе, априори мало что про них знает. Среда, 23 сентября 2020. Приколы. Ого. Африканский зомби-вирус, возможно, уже добрался до Сиэтла. Из-за проблемы с распределением продовольственных товаров рестораны Сиэтла терпят убытки. ПИК планирует ужесточить политику против незаконных иммигрантов.
Окей. Кто пришел? Или пришла? Ты? Добрый вечер, говорит. Тут чего? О, коротко обо мне. Занимаюсь дизайном, часто бываю в художественных галереях и музеях, закончил школу искусств, рисую, проектирую за еду и ночлег. Проектирую за еду и ночлег, понимаю. У меня смотри, видишь? Нет, это, наверное, не улучшение отношений, а что-то типа просто больше информации появляется. Вот у него 2 полосочки появилось, у всех слепка по одной. Есть еще что? По пустому шоссе. Автор Фрея Фатима. Если свалимся в кювет прямо на то... ну тут что-то типа стиха или что? Исповедавшего виды динамика доносится голос старины Марисси, и все в машине дружно ему подпевают. Все — это я и она. Лишь мы вдвоем и почти пустое шоссе впереди. Песня заканчивается, мы оба затихаем. «А ты готов на любую смерть, пока я рядом?» Внезапно прорывая завесу тишины, спрашивает она. Трудно сказать. Почему? Смерть бывает разная, не думая, что хотел бы умирать под наши с тобой крики, пока какой-нибудь психопат в маске медленно сдирал бы с нас кожу. А какую смерть ты бы для нас выбрал? Ну, даже не знаю. Но точно что-нибудь безболезненное. Значит, предлагаешь умереть в один день от старости? Погоди, мы же только вчера начали встречаться. Рано еще за что? Вредина. Я же пошутил. Вообще, я бы лучше подумал о том, как нам насладиться нашей жизнью прямо сейчас. И что ты предлагаешь? Повернись ко мне и закрой глаза. Зачем? Секрет. Она медленно проворачивается в мою сторону, закрывает глаза, словно ожидая чего-то. Завороженный ее красотой, прикасаясь к ее губам своими. Наш поцелуй, кажется, длится целую вечность. Лишь мы вдвоем, скорость за 100 и почти пустое шоссе. Почти. Ого. Прикол. Прикольно. А как вопрос? Это. Ага. Это. Ага. Я просто думаю, что да, давайте закончим на этом, и второй день начнем уже в следующей серии. В принципе, игра мне нравится, она такая чилловая, спокойненькая, ничего особо париться делать не надо. Такая сидишь, слушаешь себе происходящее в жизни разных людей и не только людей. Ну, пока что, по крайней мере, так. Пишите, как вам игра, и спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.